Когда-то давным-давно, в глубокой юности, я, как и все мальчишки, хотел дополнительных денег на то, чтобы поиграть в самом хорошем компьютерном клубе, что был у нас в городе, который назывался Playnet. Чтобы поиграть в нем в Quake 3, мне нужно было отдавать 10 рублей час. И еще 10 рублей на то, чтобы взять пожрать с собой сухарики и тархун. И самый прибыльный бизнес на начало нулевых для всех парней был сбор стеклотары. За одну пивную бутылку ты получал 1 рубль, а за расплющенную пивную банку 10 копеек. Поэтому мне было нужно сдать примерно 20 бутылок каждый раз, если я хочу как король посидеть в клубе, или 10 бутылок, если я хочу посидеть как нищий. Но в один из дней, когда я нес в припрыжку бутылки в пункт сбора, из-за угла вышла толпа мальчишек, которые отобрали мои сумки и понесли их сдавать в пункт приема стеклянного золота. Я немножко постоял в гневе, сжав кулачки, а потом пошел собирать информацию. Из ветви моих шпионов в виде друзей я узнал, что это мальчишки из интерната, которые давно уже подстерегают проходы к пункту и забирают у одиночек мальчишек бутылки. И я был полон решимости, чтобы они не получили то, что принадлежит мне по праву. Потому что я имел честь, а они нет. На следующий день я проходил мимо и изучал, с каких сторон можно проходить незамеченным к пункту. Вариантов на самом деле было довольно-таки много, но я все равно сфотографировал пункт на свой игрушечный фотоаппарат и решил теперь носить бутылки в наплечных мешках, чтобы быть более мобильным, так как действовать нужно было быстро, чтобы не попасть в лапы к разбойникам. И вот, в первый раз насобирав бутылки, я затаился в кустах напротив пункта. И когда мальчишка, что стоял на стреме, отошел, я аккуратно пошел к пункту и сдал бабе Клаве все мои бутылки. Неплохо. Хороший товар. Так я сделал 3 за день. Но на последний раз, когда я уже уходил с акциями в карманах из пункта, меня заметили и пустились в погоню. Но так как я был довольно-таки далеко от них, они не смогли меня настигнуть. Администратор клуба щурился от света, что шел от моей улыбки, когда я оплачивал свой заслуженный час. Последующую неделю я повторял то, что уже хорошо работало, и оттачивал навыки скрытности. Но в какой-то момент, когда, казалось бы, никого не было вокруг, я расслабленно пошел к пункту, но тут вдруг из-за поворота резко выбежали мальчишки, а за моей спиной уже подбегали другие. Это была ловушка. Но, не желая, чтобы мои сокровища доставались хулиганам, я взмахнул своим мешком и ударил им об асфальт, разбивая все их надежды на легкую наживу. В тот раз я едва унес ноги. Все-таки к длительным забегам я не оказался готов. Меня спасало только то, что мальчишки постарше носили шлепанцы и сандалии. Но я был решительно настроен и носил кроссовки с рынка. Я не мог позволить себе попасться. Подлецы тогда бы получили свое, а мои честь и гордость упали бы на самое дно. Но, так как мне не хватало денег на уроки карате, чтобы разобраться с хулиганами, я начал тренироваться на выносливость, бегая по утрам, чтобы ноги уносили меня из каждой беды. Почему меня не ловили у самого пункта стеклотары, спросите вы? Да потому что рядом с пунктом была нейтральная зона, на которой нельзя было никого обворовывать. Иначе приемщики бутылок никогда бы более не имели с тобой дела. У меня разве что могли отнимать деньги на выходе из зоны. Но у плохишей было слишком мало людей, чтобы заблокировать все пути отхода. Как я узнал позже от друзей, детдомовцы меня презрительно назвали мышью. Но я был лишь польщен таким именем и нарекал себя мышиным сыщиком. Не самое находчивое имя для того, кто ищет бутылки, но все же. И так происходило каждый день. Я собирал бутылки, убегал от банды разбойников и сверкал новеньким тархуном в клубе. Но в один день случилось то, чего опасаются все супергерои. Близкий мне человек пострадал от лап злодеев. Кто-то из интернатовцев во дворе заметил, что я гуляю с парнем, который учится в школе-интернате. В школе, в которой также учится та банда, что пыталась сломить меня и мой дух. И вот мой друг Денис звонит мне и, плача, объясняет ситуацию, что в школе на перемене банда злодеев в полном составе пришла к нему в класс и сопроводила в туалет. А в туалете его уже ждал главарь всех мальчишек, атаман, которого звали Лев. И Лев выставил ультиматум Денису, что если он не расскажет, где я живу и где гуляю, то расправа будет скорой и внезапной. Разумеется, Денис все рассказал, и я его не винил. Лев может быть весьма убедительным. Но
комнату, однако хоть я и гулял с Денисом, он не знал, где я живу. Он лишь знал, где я гуляю и что трачу все деньги с добычи бутылок на Playnet. Ничего не произнеся, я положил трубку и решил, что сделаю свою последнюю ходку и завяжусь с собирательством стеклянного злата, после чего отправился в свой последний рейд. И вот, рыща по кустам и собирая бутылки, я слышу крик: «Хватайте его!». Оглядываясь назад, я вижу банду во главе с бегущим впереди львом, и да, на нем были не шлепанцы, на нем были кроссовки. Адреналин высвободился в кровь, и я сразу бросился на утек. Я бежал, не обращая внимания на звон бутылок за спиной. Приспешники атамана потихоньку начали отставать, а потом и вовсе останавливаться, но лев с самыми упорными следовал за мной. Время от времени я переходил на шаг, потому что сердце уже выскакивало из груди, а углекислый газ выжигал легкие, и коллекторы стекла переходили на шаг вместе со мной, чтобы отдышаться. Но в конечном итоге в строю остались только я и лев. Сложилась патовая ситуация, где лев меня не догонял, но я и сам не мог убежать, поэтому я решил срезать через свалку, пройдя сквозь дыру в заборе. И вот, взбираясь на гору мусора, я слышу за спиной уставший крик льва: «Малой, зачем ты сопротивляешься? Просто отдай эти бутылки и больше не сдавай их, и я тебя не побью». Отвечаю: «Как ты вообще до сих пор их несешь на себе? Как ты с ними забежал так далеко?» И я ответил: «Ты хочешь знать, как я вам до сих пор противостою? Как я прибежал так далеко? Я не оставлял сил на обратный путь». Слова, которые впечатались в мою память после фильма Гаттака, были абсолютно бессмысленны в данной ситуации. Но лев вдруг поник плечами и сел на ближайшую кучу мусора, уставившись невидящим взглядом в небо, словно пытаясь найти там то, что давно потерял внутри себя. Я же дошел обратно до города, сдал свою последнюю партию бутылок и пошел в последний раз в Playnet. Дети в клубе уважительно расступались перед моим потным и грязным телом. Они знали, кто за мной гнался, и знали, чего стоит пройти одиночке сквозь ряды хулиганов. И на этом все закончилось. Казалось бы. Но оказалось, что я, сам того не зная, оставил после себя паству. Парни, которых раньше обворовывали, стали собираться в группы и собирать бутылки, давая отпор хулиганам, авторитет которых резко пошатнулся после моего забега. Тактика малых групп была весьма эффективна. Настолько эффективна, что интернатовцы уже не могли драться со всеми, и банда во главе с атаманом распустилась. Конец.